Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько громких заявлений от депортации до пересмотра военной службы, создающие ощущение, что страна готовится к новому этапу. Александр Домбринт из партии ХСС предложил пересмотреть правила возвращения мигрантов в Сирию, и в Бундестаге обсуждают, станет ли это частью новой миграционной политики. Параллельно министр обороны Борис Писториус говорит о возможной проверке всех молодых граждан на пригодность к службе. Решение, которое может изменить ход к безопасности всей Европы. Но это не все. Фридрих Мерц публично отверг идею сотрудничества с альтернативой для Германии АДГ. Маркус Зёдер делает ставку на Олимпиаду в Мюнхене, а в Соединенных Штатах Америки и Китае назревает торговое противостояние, от которого напрямую зависит немецкая экономика. Сейчас я разберу, что стоит за этими решениями, кто получит выгоду и кто повлияет на Германию и Европу. Поддержите канал подпиской и давайте разберемся вместе в последних новостях часа. Итак, в Германии разгорелся спор вокруг нового решения правительства канцлера Фридриха Мерца возврата к депортации в Сирию. Инициатором выступил влиятельный политик от партии Христианский социальный союз ХСС Александр Домбринт. Он отметил, что система убежища должна быть адресованной и учитывать реальные потребности в защите. Домбринт уточняет, что речь идет о лицах, получивших отказ в убежище и не завершивших процесс интеграции. По его словам, если человек не соблюдает немецкий закон и не стремится работать, он должен вернуться домой. Однако решение вызвало широкое обсуждение. Представители партий «Зеленых» и «Левых» предупреждают, в Сирии по-прежнему нестабильная ситуация и депортации могут поставить людей под угрозу. Тем не менее, позиция Домбринта получила поддержку внутри его партии. В кулуарах в Бундестаге обсуждают, что этот шаг может стать началом новой миграционной политики Германии, более жесткой и более прагматичной. И это только начало. Лидеры партии Христианско-демократический союз и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц четко заявили: никакого сотрудничества с правой партией «Альтернатива для Германии» АДГ ни при его руководстве, ни в будущем. На публичном мероприятии в городе Мешеде Мерц подчеркнул, цитата: «С нами нет вообще точки соприкосновения». Он добавил, что «Альтернатива для Германии» АДГ выступает против Европейского Союза, против Валютного Союза, против НАТО и против того, что в последние 8 десятилетий делало Федеративную Республику Германия сильной. Решительное заявление Мерца появилось на фоне внутрипартийной дискуссии о так называемой «огненной стене», крайне чувствительной теме в ХДС, Христианско-демократическом союзе. Сохранять ли строгую черту между партией «Альтернатива для Германии» или искать размытие формата сотрудничества. Ранее некоторые региональные руководители партии, в том числе на востоке Германии, призывали к смягчению позиции. Мерц дал ясно понять, что смена курса невозможна. Цитата: «Во всех ключевых вопросах у нас с альтернативой для Германии разные позиции, и мы не должны подбирать их, а они не должны вести себя как продолжение какой-то середины». Под его руководством позиция Христианско-демократического союза остается неизменной. Политическое сотрудничество и коалиции с альтернативой для Германии АДГ исключены. Таким образом, Германия вступает в новый этап. Партия, традиционно позиционирующая себя как народную партию центра, демонстрирует жесткую линию против того, что считается правым популизмом. И на фоне предстоящих земельных выборов, когда альтернатива для Германии набирает силы в отдельных регионах, этот выбор становится не просто декларацией, он сигнал всей политической системе. А дальше еще интереснее. В Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, цитата: «Если проект не реализуется у нас, значит его будет сложно реализовать где-либо еще». Речь идет о предстоящем решающем голосовании по кандидатуре в Мюнхене на проведение Олимпийских игр, в выборе, который он считает ключевым не только для Баварии, но и для всей Германии. Зёдер подчеркивает, если жители столицы Баварии скажут «да», это станет мощным сигналом. Если же нет, то ожидать серьезных шансов и у других регионов будет сложно. Он отмечает, что конкурирующие города Германии, такие как Берлин и Гамбург, пока не показывают достаточной поддержки. По словам Маркуса Зёдера, Мюнхен готов и хочет этого, а в глобальном рейтинге самых сильных спортивных городов занимает 7-е место, выше многих других немецких претендентов. Он убежден, у столицы Баварии максимальные шансы выиграть доверие Международного олимпийского комитета. Теперь все зависит от одного решения. Если жители Мюнхена не поддержат идею, то даже с кандидатурами из других городов ситуация станет гораздо более сложнее, и Германия может упустить возможность вновь принять игры.
Тем временем разворачивается новая интрига. На встрече в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стало ясно. Диалог есть, но результат пока не очевиден. Зеленский заявил, что встреча прошла продуктивно и выразил доверие Соединенным Штатам Америки. Однако Вашингтон не представил конкретных гарантий относительно возможных поставок оборонных систем. Трамп уже подчеркнул, цитата, «Нам было бы лучше, если бы в них, в этих томагавк-ракетах, не нуждались». Он подчеркнул, что цель встречи – это также снижение напряженности и поиск дипломатического решения ситуации. При этом стали известны детали. Американский президент готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, которые могут пройти в Будапеште, и вопросы поставок оружия в Украине рассматриваются в этом контексте. Украинская сторона считает это шагом вперед, но отмечает, пока нет четкого плана, нет конкретных сроков. Зеленский сказал, цитата, «Мы доверяем президенту Соединенных Штатов Америки, но теперь нужны действия, а не просто слова». Итог. Разговоры между Вашингтоном и Киевом продолжаются, но ключевые решения отложены. Что будет дальше, зависит от того, готовы ли Соединенные Штаты Америки перейти от слов к делу и насколько Украина сможет удержать свой курс в ожидании поддержки. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Министр обороны Германии Борис Писториус сделал смелое заявление. Страна готовится вновь к общей проверке всех молодых мужчин на пригодность к службе. И это должно стать сигналом безопасности не только внутри страны, но и за ее пределами. Цитата. «Если мы вновь будем проверять весь годовой набор, если получим данные обо всех пригодных к службе, это будет замечено и за пределами нашей страны. Проще говоря, это тоже сдерживание», сказал Писториус в интервью. Он отметил, что если возникнет серьезная международная напряженность, то пересмотр Конституции, срочная служба может быть восстановлена. Цитата. «Тогда мы должны знать, кто готов к службе, а кто нет», подчеркнул министр. По его словам, подготовка к обновленной системе оценки пригодности начнется к середине 2027 года. Цитата. «Тогда мы сможем снова проводить проверку по всей стране». Писториус отметил, что отмена обязательной службы и упразднение прежней структуры призывных органов создает определенные сложности. Сейчас Германия строит новые современные структуры. Он также заявил, что эта мера рассматривается как элемент общей системы национальной безопасности и стабильности в регионе. Цитата. «Если мы наберем данные обо всех пригодных и покажем, что мы подготовлены, это будет сигнал из-за границы». Однако тема вызывает споры. В коалиции между партиями возникли разногласия по поводу того, как действовать, если добровольцев будет недостаточно. Обсуждается вариант лотерейного отборочного процесса. Реакция общественности тоже неоднозначная. Многие не уверены, что такая масштабная проверка – лучший путь. Тем временем Министерство работы и социального обеспечения совместно с Министерством обороны готовят план реформы службы и набора личного состава. Следующая новость усиливает общий интерес к происходящему. Между Соединенными Штатами и Китаем усиливается экономическое противостояние. И Германия здесь прямо попадает в эпицентр этой бурной экономической войны. Китай объявил о строгих экспортных ограничениях на редкоземельные металлы и связанные технологии. В ответ Вашингтон планирует, внимание, ввести 100% пошлины на импорт из Китая, что может вступить в силу уже с 1 ноября. Для Германии это не просто какая-то статистика. Эксперты компании McKinsey предупреждают, до 4 миллионов рабочих мест могут оказаться под угрозой, если цепочки поставок будут нарушены. В отраслевых кругах считают, что примерно 1 миллион из этих мест напрямую зависят от редкоземельных металлов, а еще 3 миллиона связаны с производством и поставками конечных продуктов. Редкоземельные металлы играют ключевую роль в электромобилях, ветряных турбинах, медицинской технике и даже оборонной промышленности. Германия импортирует около 2/3 таких металлов из Китая, это делает страну особенно уязвимой. Сейчас правительство Германии Фридриха Мерца активизирует усилия, заключаются новые соглашения с Канадой, Австралией, Монголией, и в рамках Евросоюза принят закон о поддержке добычи и переработки критически важных ресурсов на старом континенте. Как заявил один из стратегов в Европе, цитата, «Если Китай закроет краны поставок, мы увидим не только перебои, могут возникнуть рост безработицы и замедление экономической активности». Ситуация развивается стремительно, Германия должна решать прямо сейчас, оставаться зависимой или становиться автономной. Исход этого столкновения между экономическими гигантами окажет прямое влияние и на рабочие места и промышленность в стране.
И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. В разных городах Соединенных Штатов Америки прошли массовые демонстрации под лозунгом «Не короли», «No kings», участники которых выражали несогласие с действующей политикой. Организаторы утверждают, участие приняли до 7 миллионов человек в более чем 2700 городах, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, и главный лозунг, цитата: «Мы не представляем монархию в республике». Демонстранты обвиняют Дональда Трампа в стремлении к авторитарному управлению, игнорировании разделения властей и нарушению гражданских свобод. Президент считает, что его власть абсолютна, но в Америке нет королей, говорится на официальном сайте акции. Среди собравшихся это студенты, ветераны, семьи с детьми. Все они заявляют цель сохранить демократию. В Белом доме также заявили, что акции организованы радикальными группами и не отражают позиции большинства граждан Америки. Сам Трамп высказался коротко, цитата: «Они называют меня королем, я не король». Протесты прошли в атмосфере относительного спокойствия, серьезных инцидентов зарегистрировано не было, однако уже обсуждается, что это может быть самая крупная гражданская акция за всю современную историю Соединенных Штатов Америки. Аналитики отмечают, движение способно сформировать новый такой политический ландшафт перед выборами и показать, насколько глубока тревога в обществе перед возможным сдвигом власти. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. В Германии обсуждается реформа системы социальной помощи, известная как Бюргергельд. Однако Социальный союз Германии предупреждает, что предложенные изменения могут привести к увеличению числа бездомных. Председатель Социального союза Германии Михаэла Энкельмейер заявила, что в условиях уже существующего дефицита доступного жилья сокращение субсидий на аренду может сделать жилье вообще недоступным для многих. Она подчеркнула, что это особенно затрудняет поиск жилья для людей, получающих социальную помощь. Кроме того, предложенные меры включают ужесточение санкций за пропуск встреч в центрах занятости, что может привести к потере всех социальных выплат, включая ту же помощь на жилье. Энкельмейер отметила, что такие изменения могут усугубить уже существующий жилищный кризис. Однако семьи с детьми будут исключены из этих новых правил, что, по мнению Энкельмейер, является положительным моментом. Тем не менее, критики опасаются, что эти изменения могут усилить социальное неравенство и привести к росту числа бездомных в стране. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.